Всем привет! За последнее время вы мне стали прям совсем родные. Я подумала, а почему бы не снять такое видео знакомства, где я бы смогла рассказать свою историю. Родилась я в семье военных, жили мы небогато, в поселке городского типа за 30 километров от Хабаровска. Хабаровск — это была столица Дальнего Востока. Всю свою жизнь я мечтала стать дизайнером одежды, я рисовала кукол, постоянно их одевала, переодевала сестру, в общем, все у меня с этим было связано, и все мысли только об этом. Мама меня водила на всевозможные кружки, английский, бальные танцы, гимнастика. Потом в 7 классе это был китайский язык, потому что родители сразу мне сказали, что дизайнером нет, ты не будешь, это не профессия. Ну и я решила стать переводчиком китайского. Думаю, он тут близко, мы соседи, по-любому что-нибудь да получится. В 10 классе мы с семьей переехали в Хабаровск, и мама меня устроила в языковую гимназию, где помимо английского нужно было еще и сдать французский и, соответственно, нагнать класс, в который я собиралась. В общем, все лето я провела за изучением. Сейчас я просто ненавижу этот язык, хотя он мне очень нравится по произношению. В гимназии учились дети богатых родителей, и именно тогда я испытала весь спектр комплексов. И они касались непосредственно моей одежды, моего внешнего вида, потому что одеваться я не могла, у меня были там одни брюки, одна юбка, рубашка на весь год, и это было ужасно. Мне казалось, что все на меня смотрят, все обсуждают, как я стрёмно выгляжу, какая я нищая, бедная и так далее. В общем, время было такое, довольно непростое для меня, и еще несколько лет я пыталась справиться с этими комплексами. Школу я закончила довольно неплохо и поступила на переводчика китайского. И тут я сразу поняла, что мне точно нужно работать. Я мыла полы, я продавала сим-карты, работала официанткой в ночь, так что там приходила в 5 утра, спала до 7, потом такая кривая ползла на пары, слушала. В общем, время было довольно непростое, мне хотелось, чтобы у меня было все классно, хотелось хорошую одежду, хотелось там последний телефон и так далее. Спустя какое-то время я участвовала в конкурсе и выиграла грант на изучение китайского и проживание в Китае. В общем, для того, чтобы не быть обузой для своих родителей, я решила уехать и поучиться там. Для меня это был новый классный опыт. Я была просто вне себя от счастья. И приехав в Китай, я, конечно, была в шоке. Узнала, сколько вообще всего товаров, как это работает, узнала об оптовых площадках, узнала о поставщиках, и я загорелась. Я поняла, что нужно заниматься одеждой, что такого у нас нет, и это будет супер классно, будет пользоваться успехом. Мне это безумно нравится. И я продумывала всевозможные планы, строила варианты, как бы мне все это проворачивать у себя на родине. Спустя год обучения в Китае я решила все-таки вернуться в Хабаровск, восстановилась в институте. Это было и по личным, и по семейным обстоятельствам. У родителей был сложный развод, и я решила поддержать маму. Я скопила совсем небольшую сумму и решила все купить в Китае и перевезти на себе. Естественно, первый чемодан я тащила на себе. Это было килограмм, наверное, 60, 70, может даже 80. И тащились они не на самолете. Я ехала на автобусе, на поезде. Естественно, все это несла на себе. Естественно, в первый же раз сорвала себе спину, поняла, что нет, так нельзя. Нужно искать всевозможные пути, как бы мне доставить из точки А в точку Б, при этом не надрываясь, потому что это вообще не бизнес. Способы такие я нашла. Опять же, это было через знакомых. Мои девочки, которые остались дальше учиться в Китае, консолидировали все в комнате, я там как-то заказывала, поставщики мне мои все отправляли. В общем, долгая история. Было это все, конечно, не так радужно и красиво, как себе представляют девочки. Как только вещи мне пришли, а я решила заказать сначала именно вещи для того, чтобы они у меня были в наличии, чтобы я могла их развозить, и девочки могли примерять. Если не подойдет, ничего страшного, возвращайте, и все. Естественно, в тот период у нас не было никакого масс-маркета, никаких нормальных магазинов, и только-только зарождались шоурумы. Я расклеивала объявления по подъездам, по общежитиям о своей страничке и группе ВКонтакте, что все вещи в наличии, там не надо ждать, и целыми днями занималась развозами. Вот этим я занималась пару лет, до 4 курса, и тогда у меня скопилась небольшая сумма. Летом
перед 4-м курсом я открыла свой первый магазин. Естественно, денег ни на что не было, все было своими руками, но все было настолько с душой, трепетом, что у меня даже до сих пор девочки вспоминают, как там было классно. Естественно, я закончила институт и поняла для себя, что переводчиком китайского я не буду. Я буду его использовать каждый день для общения со своими поставщиками, но не дальше. Я все-таки решила пойти на курсы конструирования, моделирования, потому что меня не покидала идея шить что-то свое, но я не совсем понимала, как все это делается, как устанавливаются цены, как правильно рассчитывать человек-часы. В общем, это сложно, у меня было недостаточно опыта. Что-то шила сама, вывешивала в магазине, это продавалось. Мне это нравилось, но это занимало очень много времени, я не понимала, как вообще все успеть. И постепенно я забросила дело, но идея того, чтобы шить свои собственные вещи и продавать их, чтобы запустить свою линию одежды, свою марку, меня, конечно же, не покидала. Мы развивались, и спустя какое-то время я приняла решение открыться в Владивостоке. Мне очень нравился этот город. И так как у меня не было опыта, скажу вам сразу, заспойлерю, ничем хорошим-то не закончилось. Мы открылись на Арбате, тоже делали все своими руками абсолютно. Жить там не планировали. Оставить там не на кого было все. В общем, начались проблемы сначала с помещением, потому что оно очень сезонное, летом людей много, и это туристы в основном, зимой практически никого нет. Помещение сложное, действительно, и арендатор потом просто какие-то космические деньги хотел. Кроме того, возникали проблемы с сотрудниками. Никому ничего не надо было, я, естественно, нахожусь в Хабаровске. Было это все крайне сложно контролировать, и у меня был такой личный, не очень хороший период жизни, что я просто махнула рукой и решила, что все, мне не хочется этим заниматься. Я выдохнула с облегчением, естественно, и продолжила развивать магазин в Хабаровске. И тогда у меня начались проблемы. Прям на тот момент казалось, конечно, что они колоссальные. Я рассталась с тираничным молодым человеком, который меня угнетал и обесценивал. Давалось мне все это очень сложно, мне срочно пришлось там переехать в свою квартиру, делать там ремонт. Все это, естественно, сказалось на моем бизнесе. Я не знаю, как девочки меня выдержали, мои работники, сотрудницы, но все они остались со мной. И тут я поняла, что если я не возьму за голову, то я могу просто все потерять в одночасье. Я взяла себя в руки, начала восстанавливаться, и тут наступает пандемия. Работать никому нельзя, аренду и зарплаты никто не отменяет. Крайне был сложный момент. Мне пришлось сдать свою квартиру для того, чтобы хоть как-то платить зарплату девочкам. Развозила сама. Наверное, в течение месяца. Потом впоследствии мы там потихоньку как-то работали на доставках. В общем, довольно сложный был период. Я, честно, думала, что мы закроемся. И параллельно пошла на курсы дизайна. Просто потому что мне эта сфера интересов, интересна. И как запасной аэродром я решила еще отучиться на дизайнера. Еще и в тот момент я отрисовала несколько проектов и окупила курсы, что в принципе неплохо, сейчас классно, я могу сама себе рисовать дизайны магазинов, но профессионально я этим заниматься, конечно, сейчас не планирую. Кроме того, мы столкнулись в пандемию еще с одной проблемой, абсолютно негде было брать товар. Границы закрылись, мы нашли, конечно, новых поставщиков из России, Украины, Казахстана, Турции, в общем, просто отовсюду. И я поняла, что сейчас вот он звездный час, пора запускать производство, либо все, либо ничего. И мы запустили с наших платьев комбинации, и они просто разлетались, разошлись, стрельнули, и они, если честно, они спасли наш бизнес. Постепенно мы расширяли линейку нашего производства, у нас появились аксессуары, свитера, сейчас еще костюмную группу запускаем, а с ней мы просто, наверное, год бодались для того, чтобы запустить. Насколько это сложно, я вам как-нибудь, наверное, в следующем видео расскажу, если будет интересно. Мне безумно нравится то, чем я занимаюсь, это меня вдохновляет и мотивирует. И я решила не останавливаться, пошла на учебу касаемо производства, потому что очень много, конечно, особенностей. Это отдельный вид вообще бизнеса. Это не купи-продай, производство гораздо сложнее, глубже,
Если хотите, я вам могу как-нибудь рассказать для тех, кто, возможно, хочет когда-нибудь запустить свою линию одежды, и мы с вами подробно обсудим. В общем, пишите в комментариях, как вам видео. Я постаралась максимально сжато, коротко все это сделать, насколько это возможно. Сами понимаете, это промежуток длиной там во много лет. Подписывайтесь на меня в соцсетях, ссылки в описании. Всем пока-пока. Все!